Всем привет! Меня зовут Надя, и это канал о вязании. И в этом видео мы будем вязать сумочку спицами. Вот такую вот красотку. Я знаю, что сумочек спицами не так много на просторах в интернете, и я собираюсь восполнить этот пробел. Сумка спицами, она не так держит форму, как сумка крючком. Сумки крючком стоят колом, эта сумка, в принципе, тоже стоит. Вот, смотрите, она стоит, если не теряет равновесие, но при этом у нее довольно-таки пластичная вязка, это платочная вязка, и здесь у нее вот такая коса по краю. Для этой сумки мне потребуется 2 мотка, это шнур полиэфирный, карамель от пряжи Центр, цвет у меня бордо, здесь 200 грамм, 75-80 метров в одном мотке. Спицы я беру номер 4, сам шнур 5 миллиметров, спицы 4 миллиметра, и возьму крючок как вспомогательный инструмент, тоже 4 миллиметра. Также для того, чтобы делать косы, мне потребуется вот такая вспомогательная спица, можно обойтись без нее, но если вы новичок, то лучше использовать вспомогательные спицы. И фемуар, здесь вот сумка с фемуаром, но о фемуаре я поговорю тогда, когда буду его прикреплять. Набор на спицу я буду делать с помощью крючка. Мне нужно набрать 16 петель. Итак, смотрите, что представляет из себя набор крючком на спицу. Это фактически просто цепочка из воздушных петель, внутри которой проложена спица. Делаю поворот на крючке рабочей ниткой. Спицу кладу на рабочую нить, подхватываю рабочую нить, делаю воздушную петлю. Укладываю рабочую нить между спицей и крючком. Опять подхватываю крючком рабочую нитку, делаю воздушную петлю. Опять укладываю нить между спицей и крючком и завожу нить за спицу. Так. Вот сейчас у меня на спице 3 петли, 4 на крючке. Мне нужно набрать таких петель 16, соответственно 15 будет на спице и 16 будет на крючке. В общем, набираю таким образом 16 петель на спицу. Петли набраны, перевожу 16 петлю с крючка на спицу и дальше крючок откладываю, буду вязать спицами. Беру вторую спицу, но сначала поговорим о набранных петлях. Набранные петли должны распределиться у меня по рисунку. Сейчас я буду вязать ту самую косу, которую я вам показывала на сумке. Это такой фундамент этой сумочки, все начинается с этой косы. Если вы не вяжете косы и не хотите вязать косу, допустим, вы новичок, вяжите просто все эти петли платочной вязкой. То есть все лицевые в лицевых рядах, все лицевые в изнаночных рядах. Я буду вязать с косой. Первые петли это кромочные с каждой стороны. Следующие 3 петли у меня это петли платочной вязкой, то есть они вяжутся лицевыми во всех рядах. Следующая 1 петля с каждой стороны это изнаночная петля с лицевой стороны, она будет отделять косу от платочной вязкой. То есть в лицевых рядах мы ее вяжем изнаночной, в изнаночных рядах мы ее вяжем лицевой. И дальше 6 петель для косы. В лицевых рядах они будут вязаться лицевыми, в изнаночных изнаночными, и соответственно в некоторых лицевых рядах мы будем сделать скрещивание налево или направо. Но об этом как бы по мере вязания. Итак, теперь вяжем первый ряд. Первую петлю я снимаю, это кромочная, вставляю спицу справа налево и снимаю ее как изнаночную, увожу нить между кромочной и всеми остальными петлями за работу. Таким образом у меня получится край косичкой. Дальше вяжу 3 петли для платочной вязки. Они всегда вяжутся лицевыми во всех рядах. Все петли я вяжу классическим способом, то есть лицевые классические, изнаночные у меня тоже классические. Следующая петля изнаночная, которая отделяет платочную вязку от косы. Накидываю нить на спицу, вставляю правую спицу справа налево, подхватываю рабочую нить и вывожу ее. Вот так. Дальше 6 петель для косы. Они будут лицевые. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Дальше опять 1 петля изнаночная. 1. Дальше 3 петли платочной вязкой, соответственно, они всегда лицевые. 1, 2, 3. И 1 петля кромочная. Последнюю кромочную я тоже всегда провязываю лицевой. 1. Переворачиваю вязание и перехожу ко второму ряду. Второй ряд вяжу по рисунку. Первую петлю я снимаю, это кромочная,
снимаю ее, завожу спицу справа налево и увожу нить на изнаночную сторону. Таким образом моя кромочная становится косичкой, хотя я ее вяжу лицевой в конце. Дальше 3 петли платочной вязкой, их вяжем всегда лицевыми по рисунку. 1, 2, 3. Дальше по рисунку смотрю, у меня лицевая, здесь пока плохо видно. 6 петель изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 лицевая и 3 петли опять лицевых для платочной вязки. И самая последняя петля снова лицевая. Давайте еще раз. Лицевая. Опять переворачиваю вязание. 2 ряда я связала, 3-й ряд снова лицевой, и я буду вязать несколько рядов без самой косы. Это нужно для того, чтобы вот этот сгиб у сумки, вот здесь вот сгиб у нее, чтобы он лучше работал, потому что коса все-таки стягивает само полотно. То есть снова первую петлю снимаю, увожу нить за работу. Дальше идет 3 петли платочки, то есть их вяжу лицевыми. 1, 2, 3, 1 изнаночная, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 изнаночная, 1, 2, 3, 3 петли для платочки и последняя тоже изнаночная, лицевая, кромочная лицевая. Ну и следующий ряд опять изнаночный, опять вяжу его по рисунку, как и предыдущий ряд. Я связала таким образом 10 рядов, и вот что получается. Вот они петли платочной вязки, и вот они петли, которые пойдут на косу. 11 ряд будет первым рядом, в котором я буду делать скрещение. Итак, сначала снова снимаю первую петлю. Дальше опять 3 лицевых для платочной вязки. 1 изнаночная. И вот дальше пойдет первое скрещение. Я возьму вспомогательную спицу для того, чтобы показать вам более наглядно, как это делается. 2 первых петли я снимаю на вспомогательную спицу. Вот так. Перебрасываю их. Следующие 2 петли провязываю просто лицевой. 1, 2. А вот дальше провязываю 2 петли со вспомогательной спицы. Тоже лицевыми. Здесь немножко туго вязать. 1 и 2. На самом деле это делать без вспомогательной спицы намного удобнее. И это я покажу вам на следующих рядах. Дальше заканчиваю этот ряд 2 лицевые. 1 изнаночная. 3 лицевых. И кромочная лицевой. Данное скрещение я буду называть левым скрещением, потому что верхние петли смотрят влево. В такой косе я буду чередовать левое скрещение и правое скрещение. Переворачиваю опять изделие и дальше вяжу изнаночный ряд по рисунку, точно так же, как мы делали до этого. Первую снимаю, 3 лицевых для платочной вязки. 1 лицевая. Я смотрю, здесь уже все хорошо видно по рисунку. 1 лицевая. 6 изнаночных. 3. 4. 5. 6. Опять 1 лицевая и 3 лицевых для платочной вязки и кромочная, тоже лицевой. Так, снова переворачиваю. Дальше пойдет 3-й ряд косы. В 3-м ряду не делаю скрещивания, то есть просто опять-таки вяжу его по рисунку. 1 кромочная, 3 лицевых, 1 изнаночная, затем 6 лицевых, опять 1 изнаночная, 3 лицевых и кромочная.
Так, третий ряд я связала, дальше четвертый ряд он вяжется по изнанке, и здесь то же самое, вяжем его по рисунку, точно так же, как и все предыдущие изнаночные ряды, тоже подробно на нем не буду останавливаться. И вот дальше будет пятый ряд, пятый он лицевой, и здесь будет опять скрещивание, но оно будет уже правым. Итак, первую петлю снимаю, увожу нить за работу, 3 лицевых для платочной вязки, 3. Одна изнаночная, одна изнаночная, и дальше опять 2 лицевых, 1, 2, и теперь скрещивание делаем направо. Снова беру вспомогательную спицу, вставляю ее в 2 петли, 1, 2, и увожу эти 2 петли за работу, то есть левое скрещивание делается, когда петли перед работой, правое скрещивание делается, когда петли выведены за работу. Дальше провязываю 2 лицевых петли с основной спицы, 1, 2, и вот дальше провязываю 2 лицевых петли со вспомогательной спицы. Это жутко неудобно делать, но так и быть, покажу вам с вязанием со вспомогательной спицей. Так, и вот теперь эти 2 петли, 1, и тоже вторую лицевой, 2. Все. Теперь, если мы посмотрим, то вот оно получилось правое скрещение. 2 верхних петли смотрят вправо. И довязываю этот ряд до конца. Опять 1 изнаночная, 3 лицевых, 1, 2, 3 и 1 кромочная. Так, дальше будет 6-й ряд, он будет вязаться по рисунку. 7-й ряд тоже будет вязаться по рисунку. Ну и, соответственно, 8-й ряд будет вязаться тоже по рисунку, без всяких скрещиваний. Итак, я связала 8 рядов для косы. Напоминаю, я сначала связала 10 рядов, просто как бы без скрещивания, потом 8 рядов для косы, и дальше возвращаюсь к первому ряду своей косы. То есть здесь, получается, опять пойдет скрещивание, опять начинаю сначала, первый ряд скрещивания, потом изнаночный, 3-й ряд, 4-й, в 5-м ряду делаю скрещивание в другую сторону, и, в общем, так чередую на нужную длину. То есть здесь будет такая длинная полоска, шарфик, я бы сказала. Вот такой шарфик будет лежать в основании сумки. Сейчас еще раз покажу. То есть вот здесь он начинается, и вот так вот идет, и вот с другой стороны заканчивается. В этом ряду я покажу, как делать косу без вспомогательной спицы. На мой взгляд, так делать ее проще, но как бы со вспомогательной спицей более наглядно. Поэтому... Итак, мне нужно сейчас сделать левое скрещивание, поэтому я сначала снимаю 2 петли на правую спицу, нить за работой. Дальше вяжу 2 петли лицевыми, 1, 2. А дальше вот что делаю. Перекидываю эти 2 петли на левую спицу, вот так вставляю спицу, снимаю правую спицу с петель и возвращаю правую спицу на вот эти 2 петли. Все, и дальше вяжу уже, как обычно, 2 лицевых. Ну и заканчиваю этот ряд. Опять 2 лицевых, 1 изнаночная, и дальше 3 лицевых и 1 кромочная. Вот. То есть результат получается один и тот же, что со вспомогательной спицей, что без нее. Мне лично удобнее вязать без вспомогательной спицы. Итак, я провязала 28 вот этих перекрестий, левых и правых. Закончила в лицевом ряду, там, где у меня делается 28 перекрестие, оно у меня получается правое. И дальше мне нужно связать еще 10 рядов без перекрестий, так же, как мы делали в самом начале. То есть переворачиваю вязание, вяжу первый ряд по изнанке, по рисунку не делая, ну, в изнаночном ряду мы и так не делаем перекрестий, то есть первый ряд вяжется по изнанке, по рисунку, а соответственно 10-й ряд без перекрестий будет вязаться по лицу, тоже просто по рисунку. 10 рядов без скрещения я провязала, и следующий ряд я
буду закрывать. Закрывать буду в изнаночном ряду, провязывая петли опять по рисунку и буду использовать для закрытия все тот же крючок номер 4, который мы набирали. Снимаю первую петлю, увожу нить за работу, дальше по рисунку вяжу петли и одну петлю протаскиваю через другую. Снова по рисунку у меня здесь платочная вязка, соответственно, вяжу я петли лицевыми и протаскиваю одну петлю через другую. Здесь опять лицевая петля, одну петлю через другую. Дальше изнаночные петли, одну петлю через другую. В конце должна остаться одна петля. Так, вот у меня одна петля остается, с ней пока ничего не делаю. Вот какой получился шарфик. Это основа моей сумки. Я не знаю, имеет ли большой смысл делать замеры, но давайте замерю, потому что это вязание спицами, оно очень тянется. Видите, оно даже у меня не распрямляется. Я так приблизительно замерю, что где-то 53 сантиметра, а в ширину где-то 9. Да, допустим, там, если ее протянуть, она будет побольше. Если наоборот, ей не давать растягиваться, она будет поуже. И дальше я перехожу сразу же на вязание боковушек. Или даже не боковушек, а уже основной части. Беру изделие изнанкой к себе, возвращаю петлю на крючок, вставляю крючок в кромочную. Вот первую кромочную я пропущу, из нее у меня как бы выходит одна петля. Я вставляю во вторую кромочную, подхватываю нить. Набираю вторую петлю. В следующую кромочную снова подхватываю нить. Набираю третью петлю. В следующую кромочную опять подхватываю нить. Итак, я набрала на крючок 4 петли. Эти петли я перевожу на спицу. Таких петель мне нужно набрать по краю косы 16. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Набираю немножко и перевожу тут же с крючка на спицу. Итак, 16 петель набрано. Снова вставляю крючок в следующую кромочную и подхватываю 17 петлю. Дальше будет один простой, но очень важный момент. Разворачиваю вязание. Теперь держу вязание лицом к себе. Беру вторую спицу, откладываю крючок. И смотрите, что получается. У меня есть 17 петля. Я ее вытаскиваю побольше. Этой петлей я буду вязать. Она как бы состоит из двух нитей. Одна идет вот сюда, в вязание. Это я буду называть корнем петли. А вторая идет к мотку. И просто обе эти нити проходят через кромочную. Да? Я беру нить, которая идет от корня, и беру вторую спицу и начинаю провязывать лицевыми петлями этот ряд. Кромочную здесь не делаю. Здесь мои петли надеты на левую спицу наоборот, потому что я делала набор крючком. То есть они стоят как бы как бабушкины, поэтому я вяжу лицевые вот таким образом, да? То есть по-хорошему их можно перекинуть, переставив так, чтобы правая ножка стояла к себе, и вязать классикой. Но они уже стоят у меня неправильно, поэтому мне проще провязать их, получается, как бы за другую ножку, потому что они стоят неправильно. Но скрещенные петли я не делаю. В общем, вяжу до конца ряда лицевыми. В начале я не делала кромочную, как вы могли заметить, но в конце этого ряда кромочную я сделаю. То есть кромочная будет только одна. Она будет идти вот у этого края. Итак, довязываю до конца ряда. И делаю кромочную. Кромочную делаю лицевой. Переворачиваю вязание.
Продолжаю вязать все той же ниткой. Теперь смотрите, нить у меня просто, она идет от клубка, но она цепляется за кромочную. Именно это мне и нужно. Именно поэтому мы вяжем из петли, которую вытаскиваем через кромочную. Снимаю первую кромочную. Дальше мне нужно сделать прибавку. Я делаю прибавку скрещенной, накидываю просто нить на правую спицу. Получается вот такая скрещенная петля, она же прибавка. И вяжу снова лицевыми до конца ряда. Довязав до конца ряда, я тяну за нить и просто подтягиваю саму нитку. И вот получается то самое чудо, ради которого все это и затевалось. Моя боковушка пришивается к косе. Снова беру крючок и вставляю крючок в следующую кромочную. Вот она. Вот так я вставляю крючок, подхватываю опять нить и опять делаю длинную петлю. Разворачиваю вязание. Беру снова спицу и начинаю вязать ниткой, которая идет от корня, да, не та, которая идет от клубка. Лицевые, здесь лицевые уже стоят правильно, стоят правой ножкой ко мне, их я уже не разворачиваю и не вяжу как бы за заднюю стенку, просто вяжу до конца ряда все петли лицевые. Прибавленную петлю тоже провязываю лицевой. И дальше идет кромочная. Снова разворачиваюсь. Ну, я думаю, уже все поняли, что работать я здесь буду платочной вязкой. Первую опять петлю снимаю, завожу нить за работу, делаю снова прибавку. Всего таких прибавок мне нужно сделать 6. Я вот сейчас прибавила 2, то есть еще 4 остается. И снова вяжу все петли лицевые до конца ряда. Подтягиваю нить. Снова беру крючок, вставляю крючок в следующую кромочную. Подхватываю рабочую нить, снова делаю большую петлю. Разворачиваю вязание. Здесь все плотно подтягиваю. Видите, полотно у меня постепенно начинает заворачиваться, постепенно образуется уголочек. Здесь, конечно, очень мягкая вязка, никакого жесткого угла вы не увидите. Ну и продолжаю опять вязать. Вяжу той ниткой, которая идет от корня, как бы. Опять вяжу все лицевые в этом ряду. Разворачиваю изделие. Опять не забываю сделать прибавку после кромочной. Это будет уже 3-я прибавка. Ну и продолжаю вязать так. Так, сейчас этот ряд я довяжу. Так, снова ниточку подтягиваю, для того, чтобы здесь все плотненько пришилось. Вот. Дальше мне потребуется один маркер. Я беру противоположный край своего изделия и считаю 1, 2, 3. В общем, отсчитываю я 22 кромочных. Почему 22 кромочных? Помните, мы вначале набирали 16 петель, и я сказала, что будет 6 прибавок вот в этой части. То есть, соответственно, 16 плюс 6 это 22. Вот именно это число и отсчитываю от этого края. 1, 2, 3, 4, 5. На 22 петлю я вешаю свой маркер. Так, здесь я опять подтягиваю и продолжаю работать так, цепляя ниткой кромочную и вяжу из петли. Здесь доделываю еще 3 прибавки, то есть 3 у меня сделано, еще 3 мне нужно сделать. Дальше, когда я сделаю 3 прибавки, я бросаю делать прибавки и вяжу вот такими рядами до того момента, пока не достигну кромочной перед маркером. Встречаемся там, и дальше я расскажу, что нужно делать дальше. Довязала я до маркера, и дальше мне нужно будет начать делать убавки. То есть если вначале я делала 6 прибавок, то с этой стороны мне нужно сделать симметрично 6 убавок. Продолжаю делать все то же самое. Вставляю крючок в кромочную. Сейчас у меня это кромочная с маркером. Подхватываю рабочую нить, делаю петлю. Начинаю вязать этот ряд ниткой, которая выходит из петли. Я делаю убавку
перед кромочной. То есть помните, там мы делали в изнаночном ряду прибавку после кромочной, то здесь мы делаем в лицевом ряду убавку перед кромочной. Точно так же. Так. Вяжу лицевыми петлями. Так, у меня остается 3 петли, 1 кромочная и 2 обычных петли. Вот здесь я провязываю 2 петли вместе с помощью крючка. Здесь очень туго, шнур он не пластичный, и 2 вместе петли у меня получается провязать только с помощью крючка. Вот так, и возвращаю эту петлю на спицу, подтягиваю, снимаю. Дальше опять кромочную провязываю лицевой. Так. Разворачиваю вязание и вяжу ряд до конца. Все точно так же. Опять первую снимаю, все остальные петли лицевые. Так, смотрю, как у меня эта петля надета. И, соответственно, этому я ее и провязываю. Дальше снова вязание поворачиваю, нить подтягиваю. Сейчас я убавила 1 петлю, да? У меня было 22 петли, стало 21. Продолжаю вязать так, убавляя по 1 петле в каждом лицевом ряду, пока у меня не станет 16 петель. Вначале я набирала 16 петель и должна убавить тоже до того самого количества, которое я набирала в начале. Снова вытаскиваю нить из петли и продолжаю работать лицевыми рядами. Перед кромочной я делаю 2 вместе. Итак, я убавила 6 петель по 1 в каждом лицевом ряду. И, соответственно, вот последний ряд у меня был изнаночный, нитка у меня сейчас идет вот отсюда. Если считать, у меня осталось 16 петель на спице, и если пересчитать вот эти свободные кромочные, их тоже осталось 16. Дальше я буду присоединять петли к кромочным с помощью трикотажного шва. Но для этого мне нужно отрезать нить, потому что у меня нить идет от мотка, и она очень длинная. Значит, надо рассчитать нитку. Как я рассчитываю нитку? Я просто беру и провязываю 1 ряд лицевыми, не задумываясь. Все. Именно столько, сколько нити уходит на 1 лицевой ряд, мне и потребуется для того, чтобы пришить эту боковушку. Обрезаю нить. Не забываю, что кончики надо заплавить, потому что иначе они будут махриться. Дальше убираю спицу и распускаю этот ряд. Возвращаю петли на спицу, ну, чтобы они просто не упали. И теперь я начинаю пришивать этот ряд. Можно воспользоваться иголкой, можно продолжить работу крючком. Я продолжу работать крючком. Снова вставляю крючок в следующую свободную кромочную, подхватываю нитку, вывожу ее. Здесь я должна сымитировать лицевую петлю. Значит, я вставляю крючок сверху вниз в петлю на спице. Снимаю петлю со спицы, подхватываю рабочую нить, вывожу нитку. Опять вставляю крючок в кромочную, из которой нить выходит. Вот здесь хорошо видно. Вот нить из этой кромочной вышла, и в нее же я вставляю крючок. Подхватываю нить, вывожу ее. Дальше в следующую кромочную. Вот так. Вот она кромочная. Опять подхватываю нить, вывожу. Но фактически я делаю обычный трикотажный шов по закрытым петлям. С одного конца у меня петли открытые, с другого закрытые. То есть я прикрепляю платочную вязку трикотажным швом. Дальше вставляю крючок в петлю, которая не на спице. Я вставляю сверху, снизу вверх, вот так. И снова подхватываю рабочую нитку и вывожу ее. Так, опять в петлю на спице. Ну, как будто вот я провязываю эту петлю. Вот так вот. В кромочную, из которой нить выходит. И здесь можно уже даже сразу работать, вставляя крючок
в 2 нити, как бы в 2 петли сюда и в кромочную. Опять в петлю на спицы, в кромочную, откуда нить выходит, в свободную кромочную и в петлю снизу вверх. Так, и так. И так я продолжаю пришивать, пока у меня не закончатся открытые петли и кромочные. Их у меня одинаковое количество, и закончатся они в одной точке. Край, который я пришиваю, посмотрите, он получается абсолютно идентичен тому краю, который я набирала. То есть ни по рисунку, ни по толщине нити они не отличаются. И также этот край абсолютно идентичен вот этому краю, который образует как бы стык донышка и боковушки. То есть что стык с боков, что стык с донышка, они одинаковые абсолютно. Ну и в общем работаю так вот до этой точки, пока не закончатся петли. Так, у меня последние петли остались в этом ряду. Провязываю предпоследнюю петлю в кромочную. Так. И возвращаю вот сюда. Так, ну и осталась самая последняя петля. Ее тоже не забываю. У меня совсем маленький хвостик остается. Так, подхватываю кромочную тоже и увожу ее в косичку. Вот так. И возвращаю вот сюда. Все, первая половина сумки на этом готова. Вот так выглядит половина сумки. Остается связать еще вторую половину. Но перед тем, как связывать вторую половину, вторая половина пойдет вот от этого места. Смотрите, здесь выходит длинный хвостик. Это наборный хвостик. Нужно к этому хвостику будет пришить моток шнура. У меня петельчатый шнур, это айкорд 4-ниточный, и, соответственно, он легко распускается и легко потом по петлям пришивается. Я вам оставлю ссылку внизу, либо вот здесь по подсказке, как пришить. Вот так, вот аккуратненько, шнуры без шва, чтобы было ничего не заметно. В этом видео я на этом не буду останавливаться. Итак, я пришила вот здесь вот шнур и хвостик, и дальше делаю то же самое, что и в предыдущей боковушке. Беру крючок, здесь вот есть такая петелька от наборного ряда, и она будет у меня первой петлей. Дальше первую кромочную я пропускаю, вот она, первая кромочная, из нее как бы выходит нитка, я ее пропущу, в нее неудобно набирать, вместо нее я наберу вот эту петельку, да? Затем в следующую кромочную, 1, 2, 3. Сейчас я держу полотно изнанкой к себе. 4, 5 и набираю так снова 16 петель. Перевожу их постепенно на спицу.
Разворачиваю теперь вязание лицом к себе и продолжаю делать то же самое, что делала в предыдущей боковушке. Вставляю крючок в следующую кромочную, вытаскиваю как бы 17-ю петлю длинную и начинаю вязать от корня этой петли ряд, все петли лицевые. Ну, в общем, то же самое. Вот до этой точки. Последнюю петлю провязываю лицевой, разворачиваюсь. Ну и делаю все то же самое. Здесь после кромочной прибавляю одну петлю. Так делаю 6 раз, пока у меня не получится 22 петли. Да, затем с этого края отмечаю 22 кромочные, вешаю маркер и вяжу вот такими вот рядами до маркера. Когда я дохожу до маркера, начинаю делать ряды и убавляю уже, соответственно, в лицевом ряду по одной петле. Убавляю 6 раз, пока у меня снова не станет 16 петель. И затем эти 16 петель я прикрепляю с помощью трикотажного шва к кромочным, к оставшимся кромочным. И фактически на этом сумочка почти готова. Так, вторую часть я тоже почти пришила. У меня осталась одна петля кромочная. Просто покажу, как я здесь такую кромочную. Так, подхватываю в нее рабочую нитку. Сначала завожу крючок вот в эту кромочную. И еще под косичку. Вот здесь вот есть верхняя косичка. Вот сюда. То есть косички должны сойтись. И теперь в косичку на той детали, которую я сейчас вязала. Все. Дальше хвостики. Вообще можно этот шнур распустить прямо под корень и подшить нитками по петлям к полотну. А можно спрятать в полотне. Я, наверное, просто буду прятать в полотне. Само вязание сумки на этом закончено. Именно вязание спицами. Кончик от второй половинки я снова соединила с кончиком, который идет от мотка. И этой ниткой я буду сейчас пришивать фемуар. Фемуар у меня вот такой. Он круглый. Здесь у него как бы очень простой механизм. Он немножко поскрипывает, но мне посоветовали его смазать. Так, в сантиметрах это 20 сантиметров он. И, наверное, вот так вот 12, что ли. Я даже не знаю, как его так лучше замерить. В общем, вот это расстояние у него от этого механизма вот до этого 20 сантиметров. Ссылку на фемуар тоже вам оставлю. Так, беру, открываю его, кладу просто в сумку и начинаю вот с этого края, там, где у меня нитка с хвостиком, там, где нитка идет от клубка, пришивать самыми обычными столбиками без накида. Здесь понадобится уже крючок. Вставляю под кромочную крючок, подхватываю нить, делаю сначала воздушную петлю подъема, следующую опять тоже под кромочную подхватываю нить, делаю столбик без накида. Прохожусь так до противоположного края. Где-то приблизительно, ну, в общем, вот эту боковушку всю прошиваю точно, а здесь где-то я вот останавливаюсь за пару петель до начала косы. Просто обычные столбики без накида, внутри которых получается фемуар. Дошла я до детали с косой, еще подхватываю кромочную и тоже ее закрепляю за фемуар столбиком без накида. Так, здесь еще одну петлю. А дальше начинаю делать соединительные петли. Смотрите, просто перехожу вот на эту часть, подхватываю опять рабочую нитку, вывожу, делаю по краю соединительные петли. Эта часть придется на механизм, и иначе он просто не закроется, не будет работать, если он будет обвязан столбиками без накида. Косу тоже прохожу соединительными петлями по краю. То есть в каждую детальку косы, в каждую кромочную косы делаю соединительную петлю для того, чтобы просто перейти вот на эту часть.
потому что механизм пришивать не надо. Он скроется завязанием, его не будет видно, но крепить его столбиками без накида не надо. Так, еще одна петля. Все, у меня остается одна петля. Здесь вот тоже, видите, одну петлю мы с этой детали подхватили. И начинаю пришивать вторую половинку фермуара, опять с столбиками без накида. Так, снова делаю сначала воздушную петлю подъема, затем в кромочную опять. Здесь вот аккуратно. У меня очень короткая ниточка осталась. Так, в кромочную. Следующую кромочную. Ну и опять прохожусь по второй половинке столбиками без накида. Со второго края я тоже прохожусь соединительными петлями по кромке косы. Здесь надо просто пересчитать соединительные петли, чтобы их было ровно столько же, сколько и на противоположном краю. И дальше возвращаюсь к вязанию столбиков, потому что здесь еще у меня не хватает вначале немножко столбиков. Так, опять в кромочную. Делаю столбик. Так, где-то. Последняя. Все, дальше нить обрезаю. Стыкую ряд бесшовно, нахожу первую горизонтальную петлю, вот она. Подхватываю рабочую нить, вывожу ее и затем еще вот сюда завожу. Завожу крючок в последний столбик с изнанки. Так. Вот так. И в его косичку. Вот так. Подхватываю нить. Все. Хвостик дальше заплавляю и прячу в рядах. Сама сумка на этом готова. Смотрите, у меня остается, ну, наверное, 1/3 от мотка. И из этого количества пряжи можно сделать какую-нибудь ручку, если она вам нужна. Вообще такая сумка носится без ручки. Вот что получается в итоге. Вот такая сумочка. Сумочка клатч. Она вот так открывается. Смотрите, здесь при открытии не должно быть столбиков над механизмом, иначе он будет очень плохо закрываться. То есть именно для этого вот здесь вот и оставлялось вот это пространство. То есть вот, чтобы они, если они вот так налазят, то лучше петли сдвинуть все на трубчатую часть фемуара. Он скрипит, я его смажу, я думаю, он перестанет скрипеть. В финальном варианте сумочки я вот здесь все-таки уменьшила немножко вот эту обвязку соединительными петлями, сделала ее на 8 петель, да, а не на 12, для того, чтобы более как-то плотно вот эта часть прилегала к замку. И чтобы сумка, когда складывалась такой красивый рогалик, вот здесь вот эти не пришитые части я просто руками вот так вот поправляю внутрь. И тогда смотрите, когда она складывается, то получается такая форма полукруга, да. Ну, здесь как бы вязание спицами, оно все-таки мягкое, его можно руками дальше до желаемой формы смять. То есть, а если их выправить, то они как торчат наружу. Мне не очень такой вариант понравился. Но, в принципе, вроде бы тоже красиво. Тогда эта сумочка приобретает форму полукруга, внизу которого проходит вот эта коса, которая является его донышком. Вот сюда, наверное, я вот на эти части пришью еще магнитную кнопку, потому что небольшое расстояние при закрытии фемуара все равно сохраняется.
Вот. Если вам понравилось это видео, если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, а также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. Спасибо за внимание. Пока-пока.